Спустя год после, по факту, последней массовой акции протеста в Москве, Алексей Навальный согласился провести митинг в Марьино. Митинг за сменяемость власти, которая пока что почему-то не разрешает протестовать в центре Москвы. Вы знаете, я люблю Россию, но ненавижу власть, которая в настоящее время сделала все, чтобы ее ненавидеть. А как вы полагаете, вот эти прогулки под конвоем, фактически, и митинги под конвоем, они заставят власть прислушаться к вашему мнению? Я думаю, что эту власть нет. Эту власть ничего не заставит. Ей только пинок нужен. А вот пинка, к сожалению, вот у нас как-то не получается сделать ей. Я впервые нахожусь на митинге на Выселках. Я подумал, что вообще это полезное дело, потому что надо правильные идеи нести в спальные районы. Вот, это очень хорошо. Живут вот тут вот в этих многоэтажках люди. Может, они вообще и не знают ничего. Совершенно не в курсе современной повестки дня. А тут опаньки, и к ним прямо под бок заявились какие-то странные люди, которые что-то говорят, какие-то песенки поют. Я думаю, это может быть полезно. А за 101 километр, там что же, наверное, никто не знает? За 101 километром должны действовать местные активисты. Естественно, из Москвы ехать за 101 километр – это далековато. Ну, что у нас там за 101? Город Александров, город Волоколамск. Вот я думаю, в этих городах тоже должны быть свои активисты. Вот пусть они и собирают свои митинги. Я думаю, что власти, конечно, наплевать на нас, но если будут миллионы так же думать, как я, что нужно обязательно идти и доносить любыми способами до власти ту информацию, что жизнь уже стала невыносимой, то есть такое отношение власти к народу, это невыносимо, это скотское отношение, хуже, чем скотское. Оно мало того, что нас не видит и слышит, не слышит и не хочет этого делать. Не видеть и не слышать. Россия сейчас полномерно переходит, деградирует, я считаю. Она переходит из стадии олигархического капитализма в стадию феодализма. Вот у нас в городе Балашиха, вот, пожалуйста, продали целую улицу, Кучинское шоссе. И для издевательства еще пишут, что земля теперь наша усадьба. Ну, собственно, я тогда живу в качестве кого? Крепостной, что ли? Наверное, да. Ну, Зорькин же сказал, не каждый уже забыли даже его имя. Зорькин, председатель... По 200 душ не помешало бы, да? Ну, собственно, 70 семей. 70 семей оказались в заложниках у АО «Зверсовхоз Салтыковский», генеральный директор Сайдинов. Как вы полагаете, вот на этот митинг услышат власти? Вас лично услышат власти? Ну, я думаю, да, они все равно уже... Вот мое ощущение, что все-таки вот что-то все-таки происходит, потому что настолько их уже стремление нахапать перевешивает уже все разумные мысли. То есть выпускают Васильеву. Даже можно было сделать это все как-то почище, поприличней, но настолько их уже захлестывает, и что делает уже настолько откровенно, что самый уже примитивный человек в стране прекрасно понимает, что здесь и к чему. Куда катится страна? Почему растут цены? Почему? Где наша армия? Вот. Что будет с Россией? Что будет с Сирией? Что будет с нами, наконец? Что будет с нашими детьми? Какое у нас будущее? Что вы нам готовите? Вот эти вопросы я хочу адресовать власти. Если нас услышат, меня кто-то слышит, я прошу вас, ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы. Вряд ли услышат, они не заинтересованы. Если бы они хотели услышать, они бы не пригоняли столько полиции сюда. Понятно, вы выходите, протестуете, власть вас упорно не слышит. Ваш следующий шаг, что делать будете? Ну, наверное, пойдем к Кремлю, покрышки жечь. Да что делать? Когда надо будет, пойдем. Экстремизм 282. Я знаю. Ну, что делать? А жить в такой стране – это не экстремизм? Митинг в Марьино собрал около 5000 участников. Таким образом, Кремлю пока что удается загнать оппозицию на самую окраину Москвы. Как долго это будет продолжаться, не знает никто. Но Россия – страна сюрпризов. Саша Сотник, Роман Переверзев. Сотник ТВ.